Посмотри на мой кубик, там всегда 20. С этой бандой лучше вообще не связываться. Put up, put up, put up, put up. Oh. Yeah. Silent Go. Infernal Engine. Подпишись, если хочешь такие же криты. Всем привет! В данном ролике рассмотрим новое снаряжение, которое будет уже в новом сезоне после нового реборна. Из перчаток и броник, как вы уже заметили, пропал сет для призыва, поэтому уже сразу делаем выводы, что стоит забрать его с собой. Но опять-таки непонятно, как там будет происходить вот этот перенос снаряжения, потому что там как-то двояко все писали, что будет замена характеристик, но я понял, что это, скорее всего, касается тех, кто по какой-то причине не положил вещи в сундук. И произошел, допустим, переход в новый сезон. Например, если у вас там середина сезона, да, и начнется обновление, соответственно, у вас не будет еще функции вот этих переноса шмоток через сундук. Поэтому, скорее всего, это касается именно вот подобных моментов. И вещи, которые мы будем уже сами ложить в сундук, скорее всего, перенесутся так, как все и задумано изначально. Ну, вернемся к сетам. Из старых сетов остается обвивающая плоть, точная расправа возвращается, преданность диким пескам также остается. Потом два новых сета, которые у нас сейчас в четвертом сезоне тоже все будут здесь, на игнор защиты и на баф атаки. Также сеты на повышение просвещенности и на урон от дебафов. То есть сет, который при наложении дебафа мы накладываем на цель еще и дебаф на увеличение урона. И появляется еще 3 новых сета. Первый — это водоворот грез. После начала боя каждые 5 секунд носители, союзники в радиусе одной клетки получают постоянное увеличение урона на 1%. Максимум 12 раз. То есть за минуту мы получаем усиление урона на 12%. Следующий сет — это предел падших душ. При нанесении урона носителям каждый негативный эффект на цель увеличивает урон на 5%. Складывается до 5 эффектов. То есть на 25% можно увеличить урон, если много дебафа на цели. И еще один такой интересный сет, полусаппортовский какой-то. В начале боя носитель передает 15% своей атаки и 15% своей защиты на двух соседних союзников в том же ряду. Тоже интересно сделано. И рассмотрим легендарные сеты, которые у нас здесь будут. В принципе, Платиновый рыцарь тоже, уже который сезон с нами. Танкосет, кукольник, возвращение стан сета. Потом также возвращается сет Стража Темной Ночи, саппортовский сет торговца самоцветами. Потом новый сет, который у нас сейчас в четвертом сезоне, сет Лесной Тени. И два новых легендарных сета на скорость атаки, получается. Ну, я уже вижу, как он отлично заходит на какую-нибудь Аспальту на арене, либо на Таривола очень хорошо зайдет. При использовании боевого или абсолютного навыка мы получаем бонус к скорости атаки на 60% на 6 секунд. Довольно-таки очень неплохо для таких вот героев, как Таривол, как я уже сказал. И еще один сет. Сет Лесного Хранителя. Если союзник, кроме носителя, получает урон, превышающий 15% максимального здоровья, то носитель этого сета теряет 20% здоровья и предотвращает этот урон. Также эффект срабатывает для каждой цели не чаще раза в 20 секунд. И эффект является уникальным для команды, то бишь может быть только один сет в команде такой. Что у нас касается гарпий, то остается сет, который дает нам бессмертие на 3 секунды, сет, который дает 20% атаки от союзника с самым высоким показателем атаки, также сет Кровавой Луны, который нам дает атаку на 3% за каждого союзника. И вижу тут уже 3 новых сета. Сейчас мы их рассмотрим. Первый сет — это Обряд Небосвода. Если здоровье носителя падает ниже 40%, он восстанавливает себе 25% максимума здоровья. Эффект срабатывает не чаще одного раза в 20 секунд. Довольно-таки прикольно, наверное, в сочетании с сетом Лунного Сияния. Далее идет какой-то вообще сомнительный сет. Сет Темного Потока Лавы. За каждую 1 единицу просвещенности защита носителя повышается на 1,5. И если носитель герой дальнего боя, то атака дополнительно повышается на 1,5 за каждую единицу просвещенности. То есть так, если подумать, кому вообще подходит этот сет, для саппортов как-то, ну, не очень, да? То есть у нас все
саппорты, которые нуждаются в просвещенности, они у нас все герои дальнего боя. Соответственно, они будут получать атаку. Им она не нужна. А герои, которые наносят урон от просвещенности, то для них как-то не особо большой бонус на самом деле. То есть, если мы посчитаем, к примеру, какой-нибудь там, ну, образно говоря, Перкунт с 500 просвещенности получит бонус к атаке в размере 750. Но если же, допустим, даже вот этот шлем ему одеть, вот у меня сейчас на воронке, к примеру, у Шмыгли 7000 атаки. Соответственно, ну, просто смоделируем ситуацию, что если бы они были вместе в одной команде, то Перкунта получил бы 1400 атаки. То есть разница просто колоссальная. Соответственно, сомневаюсь, что вот этот сет будет пользоваться спросом, но продолжим дальше смотреть, что у нас тут интересного. Сет «Память древних костей». Если в начале боя точность носителя самая высокая среди союзников, его точность повышается на 10%. И также этот бонус распространяется на всех остальных союзников. Единственное применение, которое я вижу для этого сета, это арена. Все, больше я этот сет, в принципе, не вижу нигде. По легендарным, ну, смысла нет смотреть, потому что леги состоят из 3 частей, соответственно, все, что мы до этого рассматривали, оно здесь тоже есть. И уже нечто более интересное, это вот у нас новый сет «Пир возмездия». При нанесении крит удара носителям урон увеличится на 2% на 5 секунд, максимум 10 раз. Кому может подойти этот сет? Скорее всего, героям, которые наносят быстро урон, ну, в плане, скорее всего, там неустрашимые какие-нибудь, потому что всего лишь на 5 секунд это только при очень быстрых атаках можно держать такие стаки. Ну и в совокупности он, получается, даст нам 20 крит урона. Точнее, не крит урона, а 20% к урону, что имеет большое значение, потому что это большая разница. 20 КУ и 20% урона. То есть урон у той же Гуинавир будет, ну, намного выше именно в этом сете, потому что из тех сетов, что сейчас есть просто в добыче там с данжей, то ни один сет такого профита огромного не даст. И интересная шмотка такая для танков. При получении урона защита носителя получает постоянное усиление на 1%. При достижении максимума уровня дополнительно получает 5% уменьшения урона. То есть наш танк будет получать 20% к защите и 5% уменьшения урона, что довольно-таки неплохо. Остальные сеты тут уже у нас были ранее. И легендарные сеты тоже тут появились новые. Этот сет у нас старый, но у нас сейчас есть. И есть два новых. Шлем краснокрылого авантюриста плюс. Ну, прикольно, да, называется, ладно. Что он у нас дает? В начале боя носитель получает 30 зарядов в качестве натиск, теряя по одному каждую 1 секунду. Что такое натиск? Это каждый заряд дает 1% к атаке, 1% скорости к атаке и 1% к крит урону. Где можно вообще такой сет применить? Это где-нибудь опять-таки на арене, на какой-нибудь аспальте тоже, потому что, ну, Гуинавир можно намного лучше одеть, а вот на аспальту прикольно так зайдет. То есть упор на то, чтобы вначале прям нормально так продамажить и быстро закончить бой. И неплохой такой сет, дает он нам ускорение и просвет. Атака союзникам под щитом носителя повышается на 10%. Если при этом у союзника полные ОЗ, его урон дополнительно увеличивается еще на 10%. То есть у нас есть, в принципе, такой дешевенький вариант, который бафает атаку нам, вот старый сет. И получается с бездны будет уже сет, который довольно-таки поприкольнее и намного сильнее бафает, потому что там бафалась у нас одна цель с максимальной атакой, и только на атаку бафалась. А тут мало то, что бафает вообще всех, кто под щитом, так еще и при full хп дополнительно 10%. То есть, ну, разница колоссальная. Все, на этом обзор вещей закончен. Так что теперь мы в курсе, что лучше взять с собой, как правильно поступить и какие вообще сеты будут в игре. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, кто не подписан. До скорых встреч. Всем пока.